Добрый вечер, дорогие друзья. Вчера была опубликована прослушка разговоров ОМОНа, легендарного видео, когда Лукашенко вышел с автоматом и кричал «спасибо». Госпропаганда показала только маленький кусочек, где он кричит «спасибо». А сегодня мы увидим все. Я понимаю, что многие, конечно, уже видели, так как это было вчера, но я не мог пройти мимо и не откомментировать, потому что там есть очень классные мелочи, которые давайте обсудим. Поехали. Первого декабря Тихановская заявила о регистрации онлайн-платформы по фиксации всех преступлений и противоправных действий, начиная от силовиков и заканчивая всех фальсификаций выборов. Эта онлайн, скажем, книга войдет во все будущие суды, которые будут, когда революция победит. И то, что мы за последние 2 недели услышали кучу прослушек от ближайшего окружения диктатора, показывает, что внутри режим сыпется. И когда неделю назад вышли первые видео прослушки с нагрудных камер ОМОНа, я тогда не стал это обсуждать, как они драпают, когда видят очень большие колонны людей. Ну, думал, как-то кто-то случайно. Но вчера вышел 3-й выпуск, и 3-й выпуск уже оказался очень интересным, потому что это был момент путешествия диктатора с автоматом. И его Колей вы услышите, как комментирует это ОМОН. Итак, начнем по порядку. Я буду опять же останавливаться и сразу свои мысли высказывать. Сзади, слышишь? Президент. Сзади президент. Серьезно? Снимать его? Слышишь? Сниму. Внимание, забор аккуратно идет на первый. Я в шоке. Еще раз информация. Восток идет, аккуратно. У меня тут 2 вопроса. Почему он Восток? Почему он не усатый? 1 раз говорят первый, 5 раз говорят на него Восток. Тут бы я хотел обратить внимание. Видите, стоят люди. То есть он прилетел тогда на вертолете, вышел вооруженный с автоматом, правда без рожка. Эти кадры облетели весь мир. И вот он выходит к ОМОНу. Стоят люди, митинг уже разошелся, там осталось человек 10. И увидите, в основном там стоят дети с шариками и женщины. И как он их боится. С автоматом, блядь. Да ну. Так, смотри, камеру аккуратно. Серьезно? С автоматом. Снимать это? Снимать это? Тут мы видим очень искренний смех ОМОНа, когда они видят Востока с автоматом. Это не вошло ни в одни видео, мы этого не знали. Но хохотали они от души, и то, что он с автоматом, они все, конечно, сами были, мягко скажем, удивлены.
Видите, хоть тогда диктатор играл в супергероя, выйдя с автоматом, и рассказывая, что они все там разбежались, я не помню, как он сказал нехорошее слово. Здесь он, увидев детей и женщин, 3 раза повторил: убрать их, я сказал, убрать их. Он боится людей, боится простых людей, а строит из себя героя. 2 десятка. 3 человека ко мне. Еще 3 быстро. За руки, еще тройка. Ко мне. Еще 3 давай быстро. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся. Здесь бы я обратил внимание не на спасибо, а на слова «в долгу не останемся». Ведь это находится все под президентским его дворцом. И он благодарит от своей мафиозной семьи. Не от себя лично, а те, кто с ним возле кормушки. В долгу не останемся. Всем раздадим денежки, чтобы вы избивали и убивали людей. Калаш у него по себе решил, да? Калаш с собой. Аккуратно, без применения. Да, значит, на вертолете все видно было. Да? Спасибо. В вашей жизни хорошая страница. Вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь. Андрей, как хочешь. Он уже повернул. В вашей жизни будет все хорошо, и вы ее еще будете вспоминать. Но я думаю, народ Республики Беларусь сделает все, чтобы они это вспоминали вечно. На самом деле, его это 10 раз сказанное спасибо, это показывает не его смелость, не его благодарность. Это страх диктатора, что тогда пришло 300 тысяч человек под его резиденцию. Когда он перепуганный на вертолете то улетел, когда все разошлись, он уже прилетел, и герой тут с автоматом бегает. Он мог бы на коленях, ползал бы и своему ОМОНу целовал руки и говорил: спасибо, что вы меня удержали у власти. Если бы этого кордона не было, его бы снесли за 2 минуты, и был бы свободный дворец настоящей независимости. Тут еще прикольная реакция, как они над его сыном смеются. 16-летний мальчик бегает вооруженный до зубов. Слышно, как они матерятся, но при этом друг другу 2 раза за видео говорят: тихо, молчи, камера, тихо, молчи, камера. Кстати, Коля исчез из поля зрения. После его последнего этого похода с автоматом выше вы нигде не видели. Он ни на хоккей не ходит, его вообще нету. Что вы еще интересного заметили в этом видео и какие у вас ассоциации от его страха?
Знаете, мы вчера с вами в вечернем видео обсуждали и смотрели, как меняют знаки. Все красно-белые знаки меняют на зелено-красные. Сегодня это шоу на других улицах продолжилось. Но я бы хотел, чтобы вы в конце видео очень сильно посмеялись. Потому что сегодня опубликовали крутейший троллинг над людьми в погонах по борьбе с флагами. Я думаю, вы будете очень сильно смеяться. После этого ролика, где у вас гнев на диктатора, сейчас вы получите море удовольствия, гарантирую. Самбурский роду Сушко. Добрый день. Добрый. Послушайте, анонимное заявление хочу сделать. Тут флаг этот бело-красно-белый повесили. Где? Остробрамская, 100. Улица какая? Остробрамская. А где-то хоть в каком районе? Это Варшава. В Варшаве? Да. В Варшаве повесили красно-белый флаг. Бело-красно-белый. Белорусский. Может, хоть какой посол подъехал бы, снял или что? Чтоб меры какие-то приняли. Поляки, полиция не хочет снимать. Говорит, это законно. Что, как власти Беларуси на это отреагируют, что мы не знаем уже. А вы в польские правоохранительные органы обращались? Польский. Ну, конечно, здесь все, полиция обратились. Вот БЧБ этот висит. Им все равно, им плевать на это. Говорят, ну это какая-то символика, не запрещенная в Польше. Что делать здесь? Вы тоже в Варшаве проживаете? Я турист. Вы в Гродно проживаете? Да. То есть пока проезжали тогда? Ну, да, вот висит этот флаг, я уже не знаю, уже. Мне может посольство позвонить, я не знаю, может посол подъехал бы, снял. Ну, попробуйте в посольство позвонить. А вы уведомите тогда, может, главу государства как-то, какой-то почтой, что такая произвол такой творится в стране. Где, в другом государстве? Да, так надо, чтоб реагировали нормально. Ну, как ноту протеста через МИД. Что это такое? Не могу понять. Хорошо. Все, спасибо, всего доброго. Спасибо. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Друзья, я, конечно, понимаю, что сколько людей, столько и мнений в юморе. Но если вам тоже понравилось, пишите. Потому что я очень искренне смеялся и хохотал. Потому что это было очень креативно. Друзья, они там начали, под прошлым видео писали борьбу со знаками, с Дедом Морозами. И еще со всем, что связано с бело-красным цветом. Я вам хочу в заключении поставить одно очень крутое видео, как Беларусь должна отметить Новый год. Ведь скоро Новый год. Я хочу вас поздравить с наступающим, мы еще будем поздравлять. Но если вам последнее видео понравится, подписывайтесь и ставьте лайк. Потому что оно отображает все ожидание от Нового года, которое будет через 27 дней. Я желаю вам хорошего вечера. Кто будет смотреть завтра, целого хорошего дня. Живе Беларусь, слава Украине, а Россия будет свободной. Но посмотрите видео.